Февральское утро оказалось особенно суровым на улице маршала Говорова в Петербурге. По тротуарам спешили прохожие, прятались от ветра, скрывали лица в воротниках и шарфах. Среди них выделялся высокий пожилой мужчина в длинном сером пальто, с выцветшими погонами на плечах и скрытыми под шарфом боевыми наградами. Он шел медленно, но уверенно, опираясь на трость. Это был генерал в отставке Виктор Павлович Громов, человек, чье имя долгие годы звучало на самых высоких уровнях армии. Он направлялся в аптеку за лекарствами для жены, не подозревая, что обычный путь превратится в унижение, о котором вскоре узнает вся страна. Когда генерал остановился на перекрестке, рядом резко притормозил полицейский патруль. Из машины вышли двое молодых сотрудников и, не разбираясь, потребовали документы. Старик предъявил паспорт и старое удостоверение, но офицеры, не узнавая его, сочли бумагу недействительной и решили доставить мужчину в отделение. Их не смутили ни награды на груди, ни спокойная уверенность человека, чья жизнь прошла в службе. Прохожие начали снимать происходящее, не веря, что уводят человека, который когда-то командовал армейскими подразделениями. Громова посадили в патрульную машину и доставили в отделение, где его попытались оформить как подозреваемого в мошенничестве. Сидя в кабинете, генерал без слов набрал короткий номер. Это был прямой контакт с генеральным штабом. Он лишь сообщил, что его задержали на улице, и назвал номер отделения. Этого оказалось достаточно. Спустя несколько минут телефон в дежурной части разорвал тишину. Полицейские сначала не поверили, но в трубке действительно был представитель генштаба. Для офицеров отделения наступил момент, когда они поняли, ситуация вышла далеко за пределы обычной проверки документов. Начальству даже не пришлось объяснять, кто такой Громов. Им было велено немедленно извиниться и вернуть ему все, что они изъяли. Когда генерал вошел в кабинет капитана отделения, те самые молодые полицейские уже стояли по стойке смирно. На лицах растерянность, испуг и стыд. Но Виктор Павлович не поднимал голоса. Он лишь констатировал, что подобные ошибки говорят не о документах, а о том, что молодые сотрудники забывают, что такое уважение не только к званию, но к любому человеку. Генерал вышел из отделения так же спокойно, как и вошел. Прохожие, узнавшие о произошедшем, теперь смотрели на него с уважением. Кто-то снимал шапку, кто-то просто отходил в сторону, пропуская его вперед. На телефон Громова пришло короткое сообщение от генштаба. Там были всего несколько слов. «Гордимся вами. Извинения направлены». Он усмехнулся грустно и продолжил путь по заснеженной улице. Мир вокруг словно снова стал привычным. Но генерал прекрасно понимал, что инцидент станет уроком не столько для него, сколько для тех, кто своими руками едва не потоптал честь человека, посвятившего жизнь службе. Идя домой, он думал лишь о том, чтобы страна никогда не забывала тех, кто защищал ее ценой собственной жизни. Например, он, старый офицер, который даже в мирное время оставался примером достоинства и спокойной силы.